Друзья, всем привет! У нас на канале буквально пару дней назад появились вот такие вот роскошные малышки, цветущие орхидеечки с шикарными жирнючими корнями. И вопрос возник такой: чем лучше всего гарантированно обработать цветущие, именно цветущие орхидеи, каким средством от насекомых вредителей, ну, чтобы было максимально надежно и гарантированно. И почему, был тоже такой вопрос, и, кстати, очень частый вопрос, и у нас в группе Архамания ВКонтакте. И мне задают этот вопрос в личные сообщения и в комментариях, почему те или иные средства, которые я показываю на канале, которые другие блогеры показывают на своих каналах, не помогают, и приходится применять, искать, узнавать, спрашивать и покупать другие какие-то дополнительные средства от насекомых вредителей. Вот сегодня, друзья, решил посвятить видео именно на эту тему. Почему не помогают те или иные средства от насекомых вредителей, в том числе на цветущих орхидеях, и какие на сегодняшний день средства наиболее доступны и максимально эффективны, особенно для тех, кто только-только увлекся орхидеями и понятия не имеет, как нужно более эффективно применять те или иные специальные химические препараты от сокососущих насекомых, таких как главных это трипсы, мучнистый червец и, ну, я бы, наверное, поставил на второе место все-таки разного рода клещей, именно сокососущих клещей. Итак, друзья, сразу начну с препарата, который снискал хорошую такую популярность. Это Аберон Рапид. Универсальный препарат. Сегодня я буду максимально говорить об универсальных препаратах, потому что не хочу на узкоспециализированных, а вот универсальные препараты, такой, например, как Аберон Рапид. Вот такое вот средство. Но он стоит реально как крыло от Боинга. Да, вот этот литр, он стоит, я не знаю, там, хорошую пенсию. Ну, 1008, наверное, 9-10, может быть, стоит литр вот этот вот. Литра это на полжизни хватит. Но, друзья, у этого средства есть очень жирный минус. Минус этот заключается в том, что когда мы обрабатываем орхидеи, и от трипсов, и от клещей, и от мучнистого червеца он очень хорошо помогает, когда орхидея растет, еще не цветет, еще нету цветов, а вот перед выпуском цветоносом, даже еще когда только-только начали цветоносы, средство очень хорошее. Как оно действует? Вы сейчас поймете, почему я подробно об этом говорю. Мы опрыскиваем орхидею. Раствор попадает сверху, он контактного действия, он не системного. Системный — это когда внутрь в растение попадает с соком. И когда орхидею прокусывает сокососущее насекомое, она хоботом втягивает сок и окочурилась. Так вот, это создает такую, знаете, бронь. Но это бронь под кожу, то есть под поверхность. Этот раствор Аберон Рапид проникает под поверхность поверхности, ну, листьев орхидеи, да, ткани. И прям вот под эту поверхность он формирует маленькие-маленькие такие вот пузырики с содержанием вот этого вот Аберона Рапида. Здесь Аберон Рапид, здесь два действующих вещества. Это абамектин и спиромезофен. Да, два вот этих действующих вещества. И они создают такую кольчугу из пузырьков. И вот, когда там насекомое прокалывает ткань, и попадает обязательно в один из пузырьков. И начинает качать сок, и опс, качнул пузыречек один. Все. Но когда у нас вырастают у орхидей цветоносы и сами цветы уже, они у нас становятся беззащитными. Да, к сожалению, Аберон Рапид в этом плане не помогает. Ну,
Да не помогает. Я уже, друзья, 100-500 раз применял его именно на цветущих магазинных цветах. И даже на своих эксперименты проводил. Защищает прекрасно он в период вегетации. После как отцвела орхидея. Прям вообще от всего. Просто от всего. Очень хорошее средство. Но когда уже орхидеи цветущие и нужно обработать их, Аберон Рапид здесь не срабатывает, потому что сами цветы-то они не впитывают. Они не впитывают в свою поверхность вот это средство. И трипсы, если вдруг заводятся, то они спокойненько обгладывают цветочки. У нас появляются сухие бутоны, подсушенные лепестки. В общем, цветение пропадает, хотя листья все защищены, новые побеги листочков тоже защищены. Кстати, у этого средства есть аналог, это BioKill. В нем одно действующее вещество из тех двух, из которого состоит Аберон Рапид. Бюджетное, доступное, стоит буквально 3 копейки по сравнению вот с этим Аберон Рапидом. Хотя, если перевести на цену за грамм, то цена, наверное, тоже не дешевая, потому что, конечно же, Аберон Рапид продается, ну, вот с такими литрами. Дальше. Что же помогает хорошо цветущему растению? Цветущему, друзья, растению лучше всего применять это именно системные препараты, которые с поливом либо с опрыскиванием попадают внутрь растений и с соком распространяются вплоть до самих цветочков. Одним из таких эффективных средств является Актара. Но у Актары два главных минуса, даже 3 главных минуса. Первое, это цена, естественно. Вот этот пакетик на 4 грамма стоит почти 200 рублей. Когда мало орхидей, его, конечно, хватит намного. Когда огромная вот такая коллекция, как у меня, там 300 плюс-минус орхидей, с Актарой разоришься. Первый, это цена. Второй минус Актары, это, значит, то, что Актара вызывает привыкание у насекомых вредителей. То есть, когда мы применяем Актару неправильно, то есть маленькой дозой, либо промежуток большой слишком между обработками мы оставили, то насекомые вредители могут привыкнуть. То есть у препарата ярко выраженное такое, привыкание у насекомых к этому препарату. И поэтому иногда бывает такое, что ну вот вы купили орхидею, купили Актару, начали обрабатывать, трипсы не пропадают. Оно, кстати, и от трипсов, и от клещей в том числе очень неплохо помогает. От, кстати, небольшого количества клещей. Хотя, нет, от клещей не особо помогает. На начальной стадии помогает. Когда их много, Актара не помогает. Это, вот, кстати, от универсальности ее отличает от других препаратов, например, как Аберон Рапид. Аберон Рапид и на клещей, в первую очередь, и на трипсов в том числе. А вот Актара только на трипсов, на тлю, на трипсов, вот белокрылка, там еще какие-то насекомые, но на клещей только вот если прям их совсем-совсем чуть-чуть. И вот такой вот у нее минус, то что привыкание вызывает. Третий минус, я какой хотел сказать, забыл, у меня вылетело из головы. Но есть еще третий минус обязательно, если вспомню, сейчас в процессе скажу. И вот эти два минуса, дороговизна и вызывание привыкания. А привыкание это либо вы что-то неправильно сделали с дозой, либо уже этих насекомых уже травили до вас. И травили, например, концентрации раствора, ну, условно сейчас говорю, 2 грамма на литр воды сыпали этого порошка, 2 грамма на литр воды, опрыскали, потом забыли второй раз опрыскать, или третий раз, либо опрыскали другим препаратом, что тоже очень часто бывает. К примеру, скажу, что я дружу с работником одного из магазинов цветочных,
не буду говорить каких, сетевой, вот она на свой страх и риск обрабатывает тем, что имеется в наличии у них, то, что списывают, то, что проходит у препаратов на списание, потому что начальство не дает ничего. Вот, то есть продавайте и продавайте зараженные растения. И вот она на свой страх и риск. Я говорю, ну ты же понимаешь, что ты неправильно делаешь, нужно же определенная цепочка мероприятий. Если Актара, то это 4 как минимум обработки с периодичностью в зимний период времени там 7-10 дней, в летний период времени 5-7 дней, то есть реже, потому что когда тепло, быстрее вылупляются насекомые, чем холоднее, тем чуть дольше задерживаются. И с каждым последующим разом увеличивать дозу. И последняя доза, она такая конская доза должна была добить. А если мы не доходим эту цепочку, то насекомое недобитое, оно привыкло к той дозе на последней, на которой выжило. И когда вы домой берете орхидею, думаете, что вот сейчас начнете ее с маленькой дозы травить, да, берете грамм на литр, предыдущая концентрация раствора, при которой выжило насекомое, было 2 грамма на литр, да, вы пшикнули граммом, насекомому только мертвым, как мертвым припарка. А в следующий раз чуть-чуть побольше. Потом дошли до 2, а он уже вообще привык. Для него это как манна небесная. Соответственно, и 3 грамма на литр ему уже его не добьют. А это уже, если будет 4-я обработка, так это наоборот его еще сильнее закалит. Потому что предыдущие первые 2-3 его не убили. И таким образом у вас продолжают насекомые развиваться, а вы такие, вот Актара не помогла. И вот это как раз таки одна из одних минусов у Актара, это то, что вот вызывает привыкание от неправильного применения. Вот. Ну и, соответственно, цена. Есть, значит, от клещей отдельно препараты. Это клещевид и фитоверм, самые распространенные. Но это, друзья, одно и то же. Да, я уже показывал. Несмотря на то, что фитоверм и клещевид, у них одно и то же действующее вещество, называется аверксектин. Ну, вот здесь вот написано, и вот здесь вот написано. Вот. Это одно и то же действующее вещество, а названия разные. От клещей очень хорошо. Но тоже его нужно применять, ну, скажем так, правильно все по инструкции. Еще из хороших препаратов являются это алиот и фуфанол Нова. Это тоже одно и то же вещество, только называется по-разному. Здесь одно и то же действующее вещество, только с разной концентрацией. В алиоте здесь 570 грамм на литр малатиона. А здесь у нас малатиона, сейчас сколько написано, 440 грамм малатиона на литр. Это инсектицид от трипсов. Да, от трипсов. Но, друзья, я, например, лично им не пользуюсь, потому что он обладает очень-очень таким, знаете, едким и неприятным ароматом. Ну, не ароматом, вонью, я бы так сказал. И вот остается вопрос, что же, чем же лучше всего обработать, друзья? А обработать лучше всего сегодня одно из самых таких, на мой взгляд, универсальных средств, это Батрайдер, друзья. А вот такое средство Батрайдер. Это средство тройного действия. То есть вот как раз подошли к вопросу, чем лучше цветущие орхидеи обработать. Сразу от всего комплекса насекомых вредителей. Это средство, друзья, оно, как сказать, тройного действия. Оно, во-первых, контактного действия. При попадании на поверхность на орхидеи, при попадании на самих насекомых. Второе, оно желудочно-кишечного действия, когда они заглатывают в рот, это попадает. И третье, это действие у него
системное, то есть оно еще и соком внутрь растения попадает и сок отравляет для насекомых вредителей. И здесь, друзья, в этом средстве три разных действующих вещества. То есть этот препарат, он хоть и инсектицид, но практика показывает, что он неплохо еще и справляется с некоторым количеством клещей, в том числе. Но самый главный враг — это, конечно же, трипсы, которые очень-очень хорошо любят обгладывать цветочки. Именно мы сегодня как раз и говорим о защите от насекомых вредителей, которые обжирают цветочки, чтобы вот они не сохли. И вот такое средство. Но, друзья, раньше в продаже Батрайдер был очень-очень часто. Сейчас Батрайдер практически в магазинах пропал, ну, по крайней мере, в наших волгоградских. Но, друзья, есть его не аналог, а он же самый, но только называется вот так вот. Пиноцид. Пиноцид СК, но только для хвойных, тут написано для хвойных, да, но состав у них, друзья, один и тот же, с тем же самым количеством. Так, вот он, видите, вот здесь у нас, вот он состав, и вот здесь состав, вот он, один и тот же состав у этого, только называется по-другому. Здесь для овощных, а здесь для хвойных. Но состав и именно количественный состав, количественный и по препаратам один и тот же. Это одно и то же средство, только называется по-другому. Поэтому если что этот попадется, можно применять их одинаково. Единственное, что вот на этом средстве здесь не написано, для инструкции нету для цветочных. Для цветочных имеется вот на этом. Ну, друзья, в интернете все инструкции есть, поэтому найти все можно, как применять Батрайдер для именно цветочных, для горшочных цветочных растений. В общем, вот это средство на сегодняшний день, оно одно из самых эффективных. Если вдруг у вас нет возможности купить Aberon Rapid, либо BioKill для обработки нецветущих растений. А если у вас цветущие растения, то лучше всего применить вот это средство методом опрыскивания прям полностью. И вот сделать 3 обработки с промежутком в 10 дней и, по-моему, 1 миллилитр раствора на 1,5 литра воды. Или наоборот, 1 к 1 сделайте и не ошибетесь точно. То есть он такой себе очень даже неплохой как его сказать-то, господи, в применении, да, в применении, я вам сейчас скажу, здесь написано, тут у нас 1,5 миллилитра на 2 литра воды, все верно, вот, для цветочных, ну да, все верно, 1 миллилитр раствора на 1,5 литра воды. Но можно сделать 1 к 1. Я имею в виду 1 миллилитр раствора на 1 литр воды, вот. Все, вот такие вот средства. Все, друзья, вот, собственно, о чем я и хотел рассказать. И в связи с этим мы с вами, наши с вами вот этих вот красоток, еще денечек они у нас чуть-чуть подсохнут. Видите, корешки уже становятся серебристыми. Я обрабатываю орхидеи и от грибково-бактериальных заболеваний, и от насекомых вредителей в тот период, когда они уже готовы попить. Почему? Потому что когда у них насыщенные корни, то эффективность обработки она будет минимальна. Поэтому немножко даю орхидеям после покупки, если они залитые водой, ну, в зависимости от того, насколько они залиты, постоять день, два, три, а то, может быть, даже и несколько дней перед тем, как их обработать. И, соответственно, в первую очередь обрабатываю от того
в чем считаю, что нужно обработать. Если у них есть какие-то подозрительные пятна, то от грибково-бактериальных инфекционных заболеваний. Если есть следы присутствия насекомых, то, конечно же, обрабатываю в первую очередь от насекомых-вредителей. Но это если нет пятен, потому что когда болячки, лучше в первую очередь от болячек, потому что болячки могут прогрессировать быстрее, чем их съедят насекомые-вредители. Все, друзья, вот такое сегодня видео. Надеюсь, я все хотел, что хотел, то и сказать. По дегтярному мылу я тоже рассказывал уже, что оно, конечно, эффективное, но оно трудоемкое. Вот как раз с применением дегтярного мыла это как потопаешь, так и полопаешь. Как чаще и тщательнее обработаешь растения свои, тем меньше и быстрее избавишься от них. Все другие препараты, которые я показал, это для больших коллекций и для тех, у кого времени и меньше, есть возможность купить их, обработал, раз, два, три, и все, и забыл. Все, друзья, всем до встречи в следующем видео, всем пока-пока.